Всем привет! Плавно перетекаю от ремонта автомобилей на ремонт мотоциклов. Масло потекло на колесо и было решено снять сам редуктор. Немножко погрел болты, ну там ничего сложного, и достал. Думал просто сальник поменять, но нет. Многие владельцы мотоциклов знают, что проблема в подшипнике. Сепаратор не выдерживает и высыпается. Когда снял колесо, сальник просто вывалился. Вот так радует. Единственное, что карданчик снялся без проблем. И все болты оригинальные, их еще никто не крутил, кроме меня. Очень сильно были зажаты, пришлось греть. Что конусные подшипники, где-то вот эти они, погрел, потому что болты были на резьбовом герметике. Градусов 150 феном нагрел и открутил. И эти тоже. Погрел 2 минутки и откручивал. Вот так. Сейчас вот эти все болты откручиваю и буду сбивать крышку. Болты все подкручивал. Теперь надо сбить сам корпус подшипника. Берем деревянный молоток, резиновый молоток и легкими ударами бьем по ушам. Так, я, как и вы, вижу это все первый раз. Вот подшипник конусный. Что здесь еще интересно? Так, это продукт износа самого подшипника. Ну, зубья вроде целые. Так, выпрессовывать не будем, попробуем просто выбить. Выбиваем аккуратненько, потому что там есть регулировочные шайбы. Так, вроде идет. Так, сам корпус, подшипник с сломанным сепаратором. Так, это пружинка сальника. Так, все, берем съемником и стягиваем сам подшипник. Ну что, ремонт продолжается. Подшипники. Так, вот мой старый оригинальный, как видите, рассыпался. Номер я где-нибудь здесь скину его. И также нашел аналоги, там их много, видов 6-7. Я взял российский, вроде как Россия, номер его ГПЗ и номер 6-1917, тоже номер. Последний, между прочим, в Гомеле остался. Так, сальник тоже, он размер 110-85 на 10. Смотрите, какой погрызанный. В ужасном состоянии. Взял, как сказали, хороший китайский, без направляющих насечек. Это со стрелочкой идет, этот без и без насечек. Ну, думаю, пока буду искать оригинальные. Надеюсь, сезон поезжу. Карданчик в идеальном состоянии. Снимается просто монтировочкой, подковыривается и слазит со шлицов. Коррозии нигде нету. Проблемные подшипники, да, они уже изношены, вот эти, но их нигде нету. Тоже думаю, сезон еще поездить. Ролики все на месте. Да, видно, что есть выработка небольшая. Ну, надеюсь, на этот сезон его хватит. Номер тоже скину где-нибудь здесь. Сейчас, что планирую? Почистил посадочное место под скотч-брайтом, под сальник. Все равно я его буду ставить не на свое место, а немножко смещу его, как боксер клаб.
говорили, что подложу прокладочку и ставлю, чтобы немножко сдвинулся, чтобы новую дорожку нарезал себе. Сейчас проверю вот эти тепловые зазоры. Вот эта прокладочка подойдет, не подойдет, или толще ее делать. Еще такой момент. Если вы не нашли оправку для запрессовки подшипника, я использовал вот старую, разрезал, вставил туда кусочек и прихватил сваркой. Вот так. Это же обоймой и запрессуем новый подшипник. Хотел уже разбирать шайбу ставить, потом вспомнил, что видео не дописал. Короче, зазоры мерил тепловые эти. Не тепловые, а натяг. Короче, шайба у меня оказалась толщиной 0,75 мм. То есть вот это расстояние должно быть 0,65 мм. Я его сначала не мог добиться. Сейчас у меня уже вот 0,65 мм проходит между корпусом и подшипником. Но когда первый раз пытался выставить, посмотреть, у меня проходил только щуп 0,45. Думаю, придется или шайбу менять, или ее стачивать. По итогу что? Обратно разобрал и с большой нагрузкой, у меня 15-тонник, запрессовал более глубже подшипник до самого конца. Еще молоточком постучал. Короче, подшипник сел до конца. И только после этого я зазоры померил. И они как раз бьют так, как надо. Как раз вот 0,65 плюс 10 миллиметра это 0,75. Как раз толщина вот этой шайбы. Все, сейчас разбираю, молоточком стучу, снимаю, подлаживаю шайбу, уже смазываю и собираю. Вот редуктор, забрал его, установил сальник. Сальник не оригинальный, посмотрим, как он походит. Вот эти болты 35 ньютон-метров зажимаем. Подшипники конусные эти. Смазал, одел пыльник. Теперь устанавливаем крестовину. Ставили, легонько стукнули. Стопорное кольцо зафиксировалось. Так. Эта сторона. Вот. Зажимаем 160 ньютон-метров. А с другой стороны 7 ньютон-метров зажимаем саму нагрузку на подшипник и контрагаем. Залил масло в редуктор. Заливаю вот такое. Маноловская 80В90. Поместилось 200 грамм. Все, катаемся через километра 100. Сольем, обновим. Все, всем удачи, пока.